Всю жизнь Андрей Егорыч отдал охране леса от незаконных вырубок и поджогов. Старался и за зверьми приглядывать, и за людьми. А тут уже и смена ему подоспела. Андрей Егорыч и рад бы успокоиться, да натура не пускает. Все думал, а вдруг Дмитрий не доглядит чего? А вдруг на взятку позарится, да глаза на бесчинство закроет? Молодой егерь Дмитрий сначала даже обижался, что не доверяет ему Андрей Егорыч, но потом понял, что не со зла старик это делает и не в нем причина, а сама натура у старого лесника такая беспокойная. Поэтому и стал на это смотреть с улыбкой, а иногда и сам помощи просил у опытного лесника. Ох, и приятно это было для Андрея Егоровича. Целый день он потом с улыбкой ходил, как будто лотерею выиграл. И вот в одном из таких походов по тайге услышал старый лесник какие-то странные звуки, доносящиеся из бурелома. Андрей Егорыч остановился и прислушался. До него явно доносилось ворчание медвежонка. За столько лет в тайге он без труда мог это определить. Но если медвежонок тут, то где же его мать? Медведицы нигде не было. Тогда лесник осторожно начал пробираться как можно ближе к медвежонку, пока, наконец, его взору не открылась ужасная картина. Небольшой медвежонок бегал вокруг черной ямы и, глядя в нее, беспокойно ворчал. «Медвежья яма», сразу же понял Андрей Егорыч, с отчаянием покачав головой. «И как же мы не доглядели?» Лесник, поправив карабин, подошел к краю ямы и заглянул туда. На дне лежала мертвая медведица, проткнутая кольями. Возможно, она какое-то время еще была жива, мучаясь и погибая страшной смертью. Старик зажмурился, покачав головой, словно стараясь забыть то, что только что увидел. Потом встал и глянул на медвежонка. Тот, отбежав на противоположную сторону ямы, смотрел то на человека, то на тело матери. «Сирота ты теперь», — сказал Андрей Егорыч. «Нельзя тебе здесь одному оставаться. Со мной пойдешь», — объявил свое решение лесник. Не без труда изловив медвежонка, старик забрал его к себе в домик. «Здесь тебе хорошо будет, и сытно, и безопасно», — уговаривал он непослушного малыша. Андрей Егорыч уже сообщил новому егерю о своей находке и о том, что кто-то ставит медвежьи ловушки по их тропам, и надо бы с этим разобраться. Дмитрий поблагодарил более опытного коллегу за информацию и пообещал заняться этим вопросом. А медвежонок тем временем уже привыкал к человеку, забравшего его от матери. Все реже теперь он пытался убежать на ее поиски. Андрей Егорыч не хотел делать из этого животного циркового клоуна. «Медведь — хозяин тайги», — говорил он. Таким и должен оставаться, поэтому воспитание у малыша было спартанское. Не баловал его лесник излишками еды, вынуждая косолапого малыша самостоятельно учиться добывать пропитание в тайге. А тут медведю целый пир устроить можно, если знать, да уметь как. Тут и россыпи разных ягод, и кедровые орешки, и сочные стебли вкусных растений. А если повезет, то и дикого меда можно отведать. Вот все эти навыки и старался привить старик своему медвежонку. И получалось у него это довольно неплохо. Уже к осени медвежонок стал вполне самостоятельным, хотя от лакомств, предлагаемых лесником, никогда не отказывался. Время шло. Осень подходила к концу, и медведям пришла пора готовиться к спячке. Андрей Егорыч помог своему медвежонку найти подходящее место и, словно ребенка, уложил его на долгий сон. Зима была снежная в том году. Тепло, наверное, моему медвежонку под толстым слоем снега, иногда думал старик, раскуривая папироску. Андрей Егорыч регулярно навещал берлогу своего медвежонка, но момент его пробуждения все-таки не застал. Старик постоял возле открытой берлоги, а потом, решив, что все правильно, пошел в сторону дома. Время шло. Наступило лето. Мало кто голодает в это время, кормясь от природы, но никогда не беря лишнего. Даже летний жар не смог остановить Андрея Егоровича дома. «Чего я буду дома сидеть?» — говорил он жене.
В лесу хорошо, прохлада от деревьев, а дома душно и скучно. И с этими словами опять пошел исследовать лесные тропы. Все вокруг цвело и пахло, возвращая старика в годы своей молодости. Многое было в его жизни и плохого, и хорошего. И боль, и потери близких, и радость отцовства, и первые внуки на руках. Ничего бы не хотел он менять в своей жизни. Размышлял Андрей Егорыч. Как вдруг все его мысли развеялись в один миг от острой боли. Капкан стальными зубами вцепился в его ногу. Старик закричал от боли и упал на землю, катаясь в попытке освободиться от стального плена. Немного отлежавшись, Андрей Егорыч почувствовал, что боль перестала быть такой острой. А может быть, нога просто занемела и стала менее чувствительной. «Плохо дело», — подумал старик. «Нужно звать на помощь». Он начал кричать, призывая хоть кого-то ему помочь. Но с каждым разом сил в его голосе становилось все меньше, а сознание все больше погружалось в туман. Лесник Дмитрий, по примеру своего старшего товарища, закончив с бумажными делами, отправился на обход территории. И пускай он не провел всю свою жизнь в тайге, и кроме нее у него были и другие интересы, но к работе своей он все равно подходил ответственно. Идя по лесу, он не замечал ничего необычного, но тут он услышал рев. Лесник остановился, стараясь понять, с какой стороны доносятся эти звуки. Отчего медведю так реветь? Уж не в капкан ли попал? Подумал Дмитрий и, решив проверить, свернул со своего маршрута. Молодые ноги быстро донесли лесника до цели, но, выйдя к ней, мужчина просто обомлел. На медвежьей тропе без сознания лежал Андрей Егорыч, а вокруг него кружил медведь-подросток и громко ревел, призывая на помощь. «Неужели тот самый медвежонок?» — подумал Дмитрий, вспоминая о приемыше старого лесника. Увидев человека, медвежонок встал на задние лапы и начал принюхиваться. Дмитрий начал медленно подходить, держа ружье наготове. Но медведь, будто убедившись, что этот человек пришел помочь, скрылся в лесной чаще. Все еще не веря в реальность происходящего, лесник подошел к старику. Наступив одной ногой на пружину и помогая себе рукой, Дмитрий справился с этими железными челюстями. «Ну что ж вы так?» Улыбаясь, обратился он к очнувшемуся старику. «Да, видимо, совсем старый стал», пытаясь найти объяснение, пробормотал Андрей Егорыч. «А как же ты меня нашел?» «Не поверите, это не я вас нашел. Медвежонок, которого вы спасли в прошлом году, это он вас нашел и на помощь позвал». Старик удивленно посмотрел на молодого коллегу. «Если бы не он, мне и в жизнь бы вас не отыскать. Он тут такой рев поднял, что еще немного, и за вами вертолет бы прислали», — засмеялся он. Старик тоже улыбнулся, стараясь не показывать выступившие у него слезы благодарности. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.